Всем привет на моем канале. Погоды, как обычно, нету. Время такое, что чуть ли не каждый день. То дождь, то ветер. На охоту никак не выбраться. Как более-менее нормальная погода, так я работаю. Ну, в общем, я решил сделать видео не об охоте, а об еде. Сегодня у нас на обзоре афганский казан. Кто служил за речкой, тут, может быть, видел, как готовят в таких казанах. Ну, там, правда, не такие навернутые были. Просто был чугунок, сверху крышка и немножко прижат камешком. Здесь же все по-взрослому, с клапанами для выпуска пара. Оригинальный казан афганский, сделан в Афгане, в Джалалабаде. Ну, довольно такой стратегический объект в свое время был, там чуть более 100 километров от Кабула. 2 года гарантии они дают. Если что сломается, можете отвезти туда, к афганцам, и поменять. Интересное название — Рашка Баба. Ну, как бы русская баба. На английском надписи есть, и как бы есть на русском. Вот. Автопредохранители сделаны из алюминия, огнеупорные цвета, вкусная кулинария, быстро проводящее тепло, легко перемещается, отличный дизайн, в общем, легко используется, все такое, типа скороварки. Покажу поближе все это дело. Вот так это выглядит. Как вы видите, 15-литровый у меня, есть и меньше размером, там 12-10 литров, по-моему, 8 есть, и 6 даже, есть 30-литровые большие. Ну, как бы 15 литров оптимально. Тем более он заполняется не полностью, а на 2/3. Ну, вот, скажем, даже на картинке есть полоса вот так вот. Вот по эту часть, ну, 10-литровый, можно сказать, он будет. 10 литров приготовленной еды. Это вполне достаточно на хорошую компанию, там 4-5 человек. Посидеть и покушать на выходных. Так что, если что, могу даже оставить телефончик, где вы можете все это дело приобрести. Вот. Записывайте. Плюс 93, код страны. 3 семерки, как обычно. Ну, не героин, конечно, блин, который выращивают в Афгане. Там не 3 семерки, а 3 девятки. В общем, 93, 3 семерки, 600, 700. Вот даже есть веб-сайт, на котором вы все это дело можете заказать, и email, и списаться, и заказать. Вот все по-русски, как бы, тоже. Как я и сказал, вот интересное название придумали. Рашка Баба, русская баба, типа, вкусно готовит. Ну, реально вкусная еда получается. Можно сказать, почти так же, как в чугунном казане узбекском. То же самое в этом, только намного быстрее, ну, принцип скороварки. Ну, единственное, да, безопасность нужна. На большом огне не будешь готовить, иначе рванет. Если не успеете залить, то осколками посечет. Ну, я тут уже приготовил кое-что для него. Как бы казан новый, еще я его не обкатывал. Я его только слегка обмыл моющим средством Фейри. То есть, ну, желательно обмыть его сначала там моющими средствами, хоть мылом, не используя абразивные всякие шкурки и тряпочки. Просто мягкая тряпочка с моющим средством. Ну и потом надо, как и любой казан, обработать продуктами. Вот для начала мы будем обрабатывать его молоком и потом маслом с луком. Ну, кому жалко молока, можете использовать просто воду. Сейчас посмотрим, как он выглядит вообще внутри. Так, вынимаем. Ну, тут обычная крышка, похожая на скороварку, кто видел, может, в советское время были.
клапана, ну они отдельно шли как бы в кулечке, и я их одел. Вот. Так они просто одеваются сюда. Бывает просто клапан одевается. Бывают клапана резьбовые, на резьбе. Как бы на резьбе лучше. Но как есть, так есть. Два клапана. У них, ну, небольшой вес, там, я не помню, грамм 25, где-то в этих пределах. То есть под действием пара он поднимается и выходит в воздух. Там снутри есть тоже щели. Ну, естественно, после каждой еды, ну, приготовления в смысле, нужно чистить клапана, чтобы не засорилось, иначе рванет. Ну и клапан экстренного выпуска, когда давление совсем реально большое, он тоже открывается. Ну и ручка для открывания крышки, она закручивается и откручивается. Ну, здесь прокладка. Сам котелок. Так, внутри тут еще зажимная винтовая ручка, чтобы крышку прижать. Вот она. Сейчас я его соберу и покажу, как все это дело выглядит. Ну вот, обычный чугунок. Наверное, живущие в России, в деревнях, видели у своих дедов и бабушек на русской печи чугунки. Ну, вот внутри вот так вот тоже алюминий. Ну, ручки для переноски. Вот, как я уже говорил, полоса. Это, в принципе, на эту полосу можно ориентироваться до этого количества, ну, естественно, изнутри закладывать еду. Выше, то есть и полностью не рекомендуется, иначе пару негде собираться, повышенное давление, клапана могут не сработать, и все это дело рванет. Ну, внутри небольшая инструкция есть на двух языках, на афганском и на русском. Ну, афганского так вкусового языка нету, есть фарси и пушту. Это как бы аналоги персидского языка. В основном говорят на фарси, ну, большая часть населения, ну, как большая, процентов 60, наверное. Остальные на пушту. Пушту где-то 40%. В основном распространен более сельских местностей и в горах. Ну, и, естественно, и духи разговаривают на пушту. На фарси больше в городах. Тут, в принципе, на таком, на русском, ну, немножко корявыми, конечно, ну, понять очень просто, как что делать с картинками. То есть все просто. Тем более я сейчас вам все расскажу. Казаны, как вот тут тоже на картинке, бывают двухцветные. Верхняя часть тоже покрыта огнеупорной краской, а нижняя никелированная, ну, блестящая. И я решил взять полностью покрашенный. Так, в общем, закладывается еда вот на 2/3 объема до этой полосы. Ну, на вид там, можете меньше, конечно, само собой, не обязательно полностью забивать. Как я уже сказал, я уже помыл его в фэре. Вот, одевается крышечка просто. И сверху цепляется зажимная такая. Так, чуть-чуть повернуть, клапана мешает. Вот так. Вот, зацепили. Ну и закручиваем винт. Без фанатизма. Слегка прижали. И все. Еда готовится там. Можно готовить, что вот хорошо.
универсальный казан, не то что узбекский. Скажем, я вот готовлю на улице узбекский казан на своем, скажем так, уличной печке. Этот можно готовить вот как на костре, на уличной печке. И можно дома на газу готовить и на электроплите. Даже можно готовить на новых этих индукционных печах. Но единственное, нужно под казан положить пластину такую стальную. Ну, чтобы тепло передалось в пластине и потом в казан. Потому что он как бы алюминиевый, он не предназначен для индукционных печей. Так что вещь универсальная, можете в квартире готовить не обязательно на природу. Достаточно легкий, килограмма 4, по-моему, весит. То есть можно брать на природу, на ту же рыбалку, на охоту и готовить. Удобно перемешивать еду, не надо там вскрывать, лопаткой орудует внутри. Просто снимаем с огня и разбалтываем. Ну и либо просто катаем по земле. Вот ручка крутится. Наклоняем слегка и перемешиваем. Еда очень отлично все перемешивается. Итак, первый запуск. Сейчас я разожгу свою уличную печечку. Зальем внутрь 2 литра молока, можно меньше. Это зависит от того, какой объем казана. Как я сказал, у меня 15-литровый, то есть 10 литров еды. 2 литра молока. У кого нету или кому жалко, можно использовать просто воду. Итак, я сейчас разожгу все это дело и продолжим. Ну вот как бы моя уличная печка, на которой я готовлю в казанах, горит. Сейчас мы зальем молочка и поставим сюда казанок. Так, вскрываем. Булькаем белую жидкость. Жалко, конечно. Хорошее молочко, 3,2% жирности. Но что делать? Еду тоже надо готовить. И она должна быть вкусной и полезной. Ну, примерно вот так вот налилось. Так, крышка. Ставим зажимной механизм. Отдеваем зажимы и затягиваем без фанатизма. Легенько. Все, ставим на огонь. Вот так он будет доводиться до кипения молочко. Вот увидите, жар большой. Но поначалу можете жар большой сделать. Вот как бы довести до кипения. Потом надо будет убавлять пламя. Ну, если кто на газовых плитах или на электроплитах, убавлять мощность. А здесь, в принципе, можно, ну, как бы снять его слегка, убрать там на траву, потушить немножко костер там и поставить назад. Что-то показалось, что уже шипит. Нет, только поставил, буквально тут 2 минута пошла. Ладно, подождем немножко. Засеку время ради интереса. 15:30 до командирских. Прошло буквально 4 минуты.
И уже я слышу легкое шипение из клапанов. Прошло, в принципе, 15 минут. Я так вижу, что там все в порядке. Жаль, что он непрозрачный, и нет окошечек, и не видно, как там все это дело кипит и готовится. Но по выбросу пара из клапанов можно понять, что там все кипит. И, конечно, не так активно, что клапана уже аж рвутся в небо, но тем не менее. То есть температура нормальная, но не сильно горячая, что клапана не рвутся в небо. Ну и не маленькая, поэтому все это дело поддерживается. Еще я так думаю, минут 5 пусть это дело покипит там, и будем сливать. Сейчас я покажу поближе, как работает клапана. Вот вы слышите, как шипит. Вот, видите, пошел пар из клапана. Клапан работает. Когда он совсем просто как паровоз, это значит большая температура и пора убавлять. Иначе рванет. А если не спрячетесь, то потечет. Можете даже руками приподнять клапанный барин. Вот, видите? Он весом, ну, как я сказал, в районе 25 грамм. То есть он под давлением пара поднимается и пускает пар. Если клапан будет тяжелее, естественно, давление будет больше там, и пар будет выпускать позже. Ну, как бы все рассчитано, что в таком плане. Еще, как я говорю, минут 5 подождем, пускай молочко покипит. Потом мы это дело взболтаем. Подождем, когда выйдет пар, ну, давление скинется, и пойду я это дело вылью и промою. Ну вот, общее время 20 минут, я так полагаю, достаточно. Будем снимать и выливать молочко. Берем рукавички, потому что котелок-то горячий. И снимаем с огня. О! Клапанок сработал. Потому что там внизу, где молоко находится, температура немножко меньше, чем в области, где молока нет, там температура выше. Как я взболтнул, молоко попало на область, где молока не было, естественно, оно вскипело, ну и пар пошел, ну вот и сработал клапанок. Немножко сейчас подождем и поболтаем. Ну, либо аккуратненько можно. Ну, в общем, вот так вот делается это дело. Сбалтывается. Эх. Мой косяк. Открутил крышку. В общем, вот так при приготовлении еды, наклонив казанок, сбалтываем и перемешиваем еду. Я сейчас просто плотно держал ручку, ну и она винтовая, ну и соответственно, когда я крутил, она слегка открутилась, поэтому и пошло. То есть следить за тем, чтобы ручку плотно не держать, а крутить вместе с рукой. Ну вот, молочко перемешалось. Можно взять за боковые ручки, ничего не шипит, взболтать. Вот так вот хорошенько
Сейчас можно приоткрыть клапана. Будет ли оттуда шипение? Если нет, тогда можно откручивать ручку и выливать молоко. Ну вот, поднимаем клапанок. Слегка идет пар. Ну вот, закончился. То есть, в принципе, все. Можно откручивать ручку. Да, Туман? Да, да, там молоко. Но его пить нельзя, даже собакам. Вот, ничего не рвануло. Запах, конечно, молочка кипяченого. Туман, фу, отойди. Фу! Сейчас я пойду это дело сполосну. Показывать, конечно, не буду. Все мы люди взрослые. Знаем, как это дело надо помыть. И потом продолжим. Ну вот, казанок помыл. Как и обычно, после молока легкий налет получается от кипяченого. Ну, помылось достаточно быстро, в течение 5 минут. Ничего не скоблил. Даже не использовал моющее средство, просто губкой. Так, продолжим. Нам надо, это уже лишнее, пустые бутылки, пару-тройку луковиц, ну и подсолнечное масло. Пока там огонь немножко горит, я подкинул. Сейчас мы это дело пошинкуем и сделаем закладку. В зависимости от объема казана, соответственно, и количество лука и масла. Я буду использовать 3 луковицы, ну и где-то литр масла. У меня подсолнечное, вы можете использовать любое другое. Рапсовое не рекомендую. Нынче новомодное, везде рапс суют. А то еще и пальмовое. Ничего не могу сказать насчет пальмового, но рапс, я считаю, что это не есть гуд. Масло оно должно быть нормальным маслом. Там подсолнечное, сливочное. Ну, еще там можно выжать из различных овощей, орехов разных. По-моему, придется побольше использовать лука. Одна головка гниловатая слегка. Пойдет в расход. Да, в принципе, осталось даже меньше половинки от нее. Ну, как есть. Благо лука много. Вот это хорошая луковица. Ну вот огонь там у меня нормально начал. Это уже совсем потухло. Сейчас еще подкину, чтобы температура сразу была большой. Чугунок я снаружи не мыл, смысла нету, потому как будет снова готовиться. Ну, это естественно его будет состояние слегка подкопченный, потому что готовиться будет, в принципе, всегда на улице. Дома я его, думаю, что использовать не буду. Итак, шинкуем лук. Можно полукольцами, можно помельче, на ваше усмотрение. Я его пошинковал на кольца, ну еще немножко, на несколько частей. Типа так.
принципе, говорят, какая еда была первой приготовлена, вкус той еды как бы и будет все время чувствоваться на протяжении всей жизни казана. Не знаю, насколько это правда, но есть такое поверье. То есть еда будет пахнуть молоком. Кстати, я пью зеленый чай, но еще привык там за речкой. Мы раньше в Советском Союзе только пили черный, там, например, 3 слона индийский был. Но вот за речкой пьют зеленый чай. Ну и как бы пристрастился к зеленому. Сейчас я пью молочный улун. То есть заказываю чаи из Китая, в магазинах я не покупаю. Реально открываешь пачечку присланного чая китайцами, вдыхаешь и пахнет молоком. Вкус тоже очень приятный. Там вообще такая скрученная горошинка, ну, как размером черный перец горошинка. Когда разварится, реально огромный большой лист, так в районе 5 сантиметров. Так, вот так выглядит лук. Так, делаем закладку. Погода, как назло, портится. Вроде как над головой и туч-то нету, но подкапывает. Сейчас еще и стемнеет. Ладно. У меня есть фонари, в принципе. Подсветим. Солить не надо. Просто масло с луком. Ну вот, полбанки я вылил. Это 2-литровая банка. Перемешаем. Можно закрыть крышкой и перемешать. Так. Ну вот, покапало. Как назло, погода-то. Что ж такое-то? Не везет с погодой. Каждый день, практически каждый день. Ну вот, как бы болтанку я устроил. Ставим на огонь. Ну вот, наш чугунок красиво выглядит, правда? Я сам рад. Красота. Отражается в нижней части. То есть, если кто купит двухцветные чугунки, ну, сверху будет крашеный, а снизу никелированный, то этот не хуже выглядит. Да, есть такая вещь. Можно долго смотреть на огонь и на текущую воду, и на то, как работает человек. Сейчас я еще подкину дровишек, чтобы побыстрее все это дело закипело там. Ну и также примерно выдержим. То есть до закипания, когда клапана начнут срабатывать, еще минут каких 5-10. И все, и будем также сливать. Туман в ожидании.
Ладно, засекаю время и будем ждать. Не знаю, как вы, может быть, чаек пьете или что покрепче. Я пока перекушу Антоновкой, которая в середине ноября еще лежит в огороде у меня. Самые вкусные яблоки. Самые вкусные. Не знаю, я не знаю другого сорта яблок, который мог быть еще вкуснее. С детства помню. Жили в России, в маленькой деревушке. И вот Антоновка туда прямо росла. Ну, можно сказать, практически у входа, у крыльца дома сбоку. Еще были какие-то красные яблочки. Не маленькие, но достаточно большие. Не совсем красные. Но в основном красные. Зеленого так слегка было. Не помню сорт, конечно, мне было там. Я маленький был. Но тоже были вкусные. Но они летние. А эти яблоки. У нас хоть и одна яблоня была, но достаточно большая. И, ну и ухоженная, то есть без всяких этих, как вот сейчас посмотришь на яблоню, они все мхом поросли, тля жрет яблоки там и так далее. Все было в порядке в те времена. Яблок много давало. У нас был погреб, он на улице стоял. Ну, в доме погреб был и на улице стоял такой, ну, вырытый. И там в больших ящиках, пересыпанные соломой, хранились яблоки. Достаточно долго. На Новый год, помню, еще ели. Процесс идет, будем ждать. Как у снайперов говорят, надо уметь ждать. Самое трудное в нашей профессии, да, Туман? Это ждать. Ничего не поделаешь. Туман тоже ждет. Тоже начинающий снайпер. У него хорошо получается. Раз и достал утку. Точно цель. Да, Туман, да, Туман, да, Туман. На, яблочко. Да, ешь, ешь, да. Зашкварчало. Хоть и не подкидывал. Ну, стенки толстые у казанчика. Поэтому тепло он хорошо держит. Ну и так как алюминий, теплопроводность хорошая тоже. Сказал, зашкварчало и как бы напомнила шкварки. Давно я не ел шкварок, в принципе. Даже не помню когда. Очень давно. Надо будет приготовить. Кстати, по поводу казана. Универсальная вещь. Можно готовить не только в закрытом виде, ну, как скороварку, но можно использовать как кастрюлю. То есть не закрывая полностью, а просто добавляя туда еду, ставить на огонь, там, ну, на плиту, например, газовую, на ту же, на электрическую, и использовать как кастрюлю без крышки. Ну, естественно, заполнять можно не по эту линию, там, по 2/3, а полную. То есть использовать можно как кастрюлю, варить там супы. В закрытой крышке, конечно, тоже супы варятся, но только будет гораздо быстрее. Можно использовать как сковородку. Так же самое без крышки. Закладываете туда продукты и жарите. Также на огне, либо на плитах.
Вот чем он универсален, этот казан. Ну, узбекский казан то же самое, в принципе, да, там и варить можно, и жарить, и так далее. У каждого свои плюсы. Здесь как бы вроде как быстрее, он более мобильный, он более легкий. Узбекский не потащишь, у меня 12-литровый, достаточно тяжелый. Но в узбекском есть еще своя изюминка, как бы когда на костре готовишь, и вот этот дымок от огня, он в пищу добавляется. Ну, так же самое, например, вот как продукты у вас лежат в холодильнике, там, например, и вы что-то положили там остро пахнущее, ну, там, тот же лук, там, ну, или салат какой-то остро пахнущий, и его не прикрыли, то есть не герметично закрыли, просто в посудинке какой-нибудь. И вот этот запах с этого салата пойдет во все продукты. Что бы вы ни взяли, там, тоже яблоко, там, блин, там, сыр, я не знаю, что там еще может такое быть. И вы будете чувствовать запах вот этого салата. То же самое и в узбекском казане. То есть приготовили блюдо какое-то в казане, и вот запах вот этого дымка, это не передать. Кто вот не пробовал, это просто вещи. Так же, как и на охоте, на рыбалке, в обычных котелках готовят, и вот дымок с костра добавляется в еду и придает свои плюсы. Причем огромный плюс придает. Вкуснотища еще та. Ну вот, шкварчит нормально так. Когда молоком обрабатывал казан, ну как бы молоко, оно из воды состоит в основном-то. Там, поэтому, когда клапана срабатывают, и капельки водички выходили. Ну, пар водяной все-таки. Здесь масло. Но вода в луке только есть, что там несколько процентов. И вот сейчас клапанов как бы маслица выбрызгивает. Вот. И вот смотрю, небольшие потеки на крышке масляные. То есть масло выбрасывает клапанов. Ну, когда еда будет готовиться, само собой, там будет уже водяной пар, потому что еда, она содержит определенное количество процентов воды. Ладно, ждем еще. Вот еще нюансик небольшой вам расскажу. У казана два клапана. Вот один клапан и второй. И несведущие могут сказать, что у меня один клапан не работает. На самом деле это не так, работает оба. Работа клапана зависит от того, ну, где расположена еда. Например, ну сейчас без разницы, в принципе, там в полужидком состоянии. То есть масло и лук, все это дело плавает все равномерно. Но бывает, вы закладываете более густую, там, картошка, мясо, там, водичка. И с одной стороны у вас как бы больше там еды расположено, а с другой, ну как бы горка из еды, а с другой стороны водичка. И там, где водичка, там будет клапан вот срабатывать. А там, где горка, там клапан будет меньше работать. Ну а так как у меня здесь как бы все ровно внутри, вроде как бы два клапана должны работать оба. Но вот и второй нюанс еще. И работа клапана еще зависит от того, с какой стороны больше греет. Вот пламя греет, скажем, вот, по отношению к камере с левой стороны больше, и поэтому и левый клапан и работает, а правый как бы молчит. А так, в принципе, они одинаковые, оба работают. Так что не беспокойтесь о том, что у вас, например, один там клапан сработал, а второй молчит, и он не работает. Типа, все нормально, не беспокойтесь, он работает. Удостовериться в этом, можете просто его приподнять. Вот он. И пошел. Ну вот еще и дождик пошел. Вот этого нам не хватало. Ладно, будем ждать. Еще 5 минут и будем снимать. Кто-то в честь, видимо, обмытия казана, подготовки его к работе,
запускает салют там соседи через несколько домов. Может быть, у них праздник какой. Сейчас как раз темнело, салют хорошо виден. Туман аж разбегался, загавкал. Да, туман. Мой второй номер. Все, в принципе, готово. Полчаса, в принципе, масло с луком обжаривалось. Наливала казан своим запахом. Сейчас буду снимать с огня. Подожду немножко, чтобы сошло давление. Ну, вылью, естественно, все это дело. Ну и потом вымою. Вот так выглядит там все это дело. Такая немножко желтоватая, немножко оранжевая жидкость. Ну и лучок там плавает. Все это дело теперь можно вылить и слегка помыть. Без фанатизма ничего не скоблить, просто помыть слегка. И можно уже начинать готовить обычную еду, которую вы хотите готовить. Забыл сказать, вот предыдущий раз, когда молоко там самое вскипело у меня, как бы казанок был достаточно горячий, ну и сейчас он тоже горячий. То есть все это дело вылейте, пойдете куда-то мыть там под холодной водой. Это нежелательно. Надо выждать, чтобы немножко температура упала. Перепад температуры от горячего к холодному не есть гуд для посуды. Будут микротрещинки. Вот это да. Ну и в процессе готовки потом уже, когда там будете готовить там не первый, не второй, там пятый, десятый раз, пища бывает разная. Ну и внутри будет, скажем, вот не так вот все беленькое, то есть алюминиевое покрытие, но темное там. Ну и чтобы это дело отмыть, не надо применять, как я уже сказал, всякие абразивные материалы. Просто обычная губка с моющим средством. А убрать темный налет, просто туда наливаете водички, ну и пару лимонов, мелко пошинковав туда. И также на огонь ставите, все это дело кипит и очищается этот налет. Вот как бы так. Запашок-то хороший. Так, свет. В начале видео на коробке вы видели контакты афганские, ну, для заказа казана, там веб-сайт, номер телефона, все такое. Там, кстати, по-русски говорят. Можете заказывать. Но если что, в принципе, можете обратиться ко мне. Контакт будет в конце видео. Ну, электронная почта. Конечно, не в открытом виде по понятным причинам, а в зашифрованном виде QR-кода. Все мы обладаем современными смартфонами. Я думаю, у вас и либо стоит приложение, либо его без труда можно поставить, скачав райдер QR-кода, ну, считыватель QR-кода. То есть наведете на экран, на QR-код на мой, и вы получите электронную почту. Вы можете написать и решим вопрос, как вам приобрести афганский казан. Литражи могут быть разные. У меня вот этот 15 литров. Можете больше, там до 30 литров, ну или поменьше, там от 5 литров. Ну и все как бы. Всем пока. Всем удачи. Дождик пошел. Пойду вылью лук с маслом. Вымою казан. Покормлю моего Собакевича. Ну и буду обрабатывать видео. Все. Увидимся в новых видео.